Здравствуйте, друзья мои! Мы с вами в первом коктейльном баре Петербурга Дайкири. С вами Виталий Колпин, и это 6-й выпуск Bar Skills в рамках Bartender School by Bacardi Martini. Напомню, что в прошлом выпуске мы изучали движение, как вращать джиггер вокруг пальца без остановки. Дальше движение с выбросом джиггера. Подробное объяснение, как делать эти движения, вы можете посмотреть в 5-м выпуске. В этом выпуске мы разберем движение на барной стойке, а именно вот такое вот простое движение. Давайте подробно разберем, что здесь происходит. Итак, положение джиггера на барной стойке. Где стоит джиггер? Удобнее будет использовать это движение, если джиггер стоит напротив той руки, которую вы подсекаете. То есть, относительно напротив плеча. Дальше. Если джиггер стоит очень близко к другому предмету, то будет неудобно делать это движение. Поэтому лучше, если будет какое-то пространство. Что мы делаем? Подсекаем джиггер. Да? Вот у нас джиггер упал на пальцы. Дальше. Продолжаем сразу же движение и накидываем себе с правой на левую сторону и ловим указательным и средним пальцем. Указательным, средним пальцем. Важные моменты. Когда мы подсекаем, не нужно силы никакой применять. Вот. Здесь аккуратненько, тихонечко его взяли и перевернули. Конечно, зависит еще от того, на какой поверхности вы это делаете. Если это резиновые коврики, например, как здесь, то джиггер может там в какую-то неудобную позицию вставать, поэтому будьте внимательны, что вам ничего не мешает, когда вы делаете это движение. Да? Если это, например, гладкая поверхность или металлический спилстоп, конечно, будет гораздо проще делать такое движение. Важные моменты. Первое – это принять джиггер так, чтобы он упал ровно на пальцы. Дальше, не останавливаясь, продолжаем движение слева направо и накидываем себе справа налево. Когда мы ловим джиггер, опять же, ловим его не от себя, руку не от себя ведем, а параллельно барной стойке. Так, чтобы в случае, если мы вдруг не поймали, джиггер у нас не улетел вперед, а максимум упал куда-то перед нами. Еще раз покажу. Очень простое движение, но хорошо смотрится в баре. Здесь, когда будете его делать, не пытайтесь его куда-то вверх там выкидывать, пытаться. Задача наша из простого, совершенно простого движения сделать красивое и элегантное. Как это выглядит в готовом виде? Берем джиггер, бутылку, налив. Потренировались немножко с этим движением, переходим к следующему. Буквально немного его усовершенствуем. А именно, это будем вращать на 1,5 оборота. В предыдущем движении у нас было одно вращение джиггера. Здесь у нас будет 1,5 оборота. Если у нас малая часть стоит внизу, при вращении она оказывается вверху. И дальше мы просто переворачиваем джиггер. Еще раз покажу. И в готовом виде это движение выглядит примерно так. Взяли джиггер, бутылку, налив, срезали, готово. Смотрите, ребят, можно еще разнообразить это движение, а именно взять бутылочку и таким нехитрым движением накидывать себе на пальцы сразу. А именно мы аккуратно помогаем себе накинуть джиггер на пальцы и делаем то же самое движение. В итоге это выглядит примерно так. И налив. Еще раз повторюсь, что здесь лучше не применять никакой силы. Движение легкое, элегантное, буквально расслабленной рукой делаем так, чтобы это выглядело, по крайней мере, без применения какой-то суперсилы. То же самое, когда мы помогаем бутылкой. Не нужно его сильно бить, чтобы он улетал на соседнюю стойку. Буквально тихонечко, аккуратненько подбиваем джиггер. Можно, в общем-то, и попроще немножко сделать это рукой, буквально себе помочь правой. Если вы левша наливаете в руку, да, то перед тем, как взять джиггер, можно правой рукой помочь накинуть. Особенно, если у нас, например, это рядом стоит с каким-то предметом, где нам неудобно его закидывать. Руку берем, подставляем и забираем. Давайте еще раз обговорим некоторые моменты. Значит, первое – это положение джиггера, где? Зависит от того, как он стоит у вас в баре. Если очень близко к шейкерам или к другим джиггерам, нужно быть аккуратней. Если вы ставите, есть расстояние, где можно сработать либо рукой, либо бутылкой, либо есть расстояние для того, чтобы руку провести, то вообще здорово. Либо он у вас просто стоит в таком положении, то, в общем-то, можно легко взять. Все зависит от того, как вы ставите в баре у себя его. Можно иногда просто специально поставить, если хотите сделать это движение и как-то порадовать, удивить гостей. Еще раз по поводу поверхности, да, зависит очень от того, где стоит джиггер. То есть, допустим, если это рифленый коврик, да, если это у нас коврик, то, конечно, будет отличаться от того, как это будет на гладкой поверхности, либо на металлическом спилстопе. Там будет гораздо проще делать, потому что джиггер сразу
падает нам в пальцы. Да? На таком коврике он может иногда цепляться, особенно если это мягкие пупырышки. Пупырышки мягкие. Если такой коврик, то просто не нужно делать это движение, и все. Либо привыкайте и адаптируйтесь под свои условия. Друзья мои, приятных вам тренировок, благодарных гостей. Делитесь своими мнениями в комментариях, задавайте вопросы. Оставайтесь на связи и увидимся в следующем выпуске.